Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня печем тонкую хрустящую кяту с нежной начинкой. Она получается нежной, слоеной и хрустящей, почти как печенье, с ароматной начинкой и золотистой корочкой. Давайте начнем. Нам понадобится для теста мука, сливочное масло, яйца, мацони или кефир, сметана, сода, соль, ванилин. Для начинки сахар, мука, сливочное масло, ванилин. Для румяной корочки желтки, молоко. Начнем, как всегда, с основы. В глубокую миску просеиваем муку. К ней натираем холодное сливочное масло прямо на терке. Руками перетираем все в мелкую рассыпчатую крошку. Это основа будущей текстуры кяты. Добавляем ванилин. В другой посуде смешиваем мацони и сметану. Добавляем соду, появится легкая пена. Значит, все работает как надо. Отдельно слегка взбиваем яйца с солью, чтобы масса стала однородной. Объединяем все жидкие ингредиенты и хорошо перемешиваем. Теперь соединяем сухую крошку и жидкую смесь. Надеваем перчатки и замешиваем тесто руками. Оно должно быть мягким, податливым, не липким. Делим тесто на 5 равных частей, примерно по 220-225 грамм. Каждую часть слегка отбиваем и формируем аккуратный шарик. Складываем на тарелку, накрываем и убираем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь, пусть отдохнет. Теперь начинка. В глубокой миске соединяем сахар и просеянную муку. Холодное масло натираем на терке. Это важно, чтобы сохранить структуру.
Добавляем ванилин. Все руками перетираем в крошку. Она должна быть легкой, рассыпчатой, как мягкий песок. Сжимаем немного в ладони. Если держит форму и тут же рассыпается, значит все правильно. Формируем кяту. Достаем из холодильника один шарик теста. Раскатываем его в тонкий прямоугольный пласт, как можно тоньше, но чтобы не рвался. На большую часть пласта равномерно насыпаем начинку. Складываем в 3 слоя. Снова посыпаем начинку и накрываем оставшуюся пустой частью сверху. Нарезаем аккуратными треугольниками, можно и прямоугольниками по желанию. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Смазываем каждый кусочек смесью желтков с молоком для румяной аппетитной корочки. Отправляем в разогретую до 180 градусов Цельсия или 360 градусов Фаренгейта духовку. Выпекаем 25 минут, ориентируясь на свою духовку. Кята должна стать золотистой, слегка хрустящей корочкой. Посмотрите, какая красота! Слоеная, хрустящая, с ароматной начинкой. Эта кята идеально подойдет к чаепитию, семейным посиделкам или просто для угощения друзей. Спасибо, что были с нами. До новых ароматных встреч на нашей кухне. Пока-пока.